Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, таро прогноз, как поступить в данной ситуации или как быть. Мы выполним этот расклад таро на колоде карт 78 дверей. Это метафорические карты. И образы, которые изображены на каждой карте, мы словно по-своему есть возможность переложить на нашу ситуацию. Понятно, если мы соединим еще с нашей интуицией. И, наверное, вообще все расклады, они работают таким образом, что пока вы смотрите вот на ту картинку, которая у вас перед глазами. И пока я там на заднем плане что-то говорю, ментальность наша продолжает работать. Мы все равно так или иначе обдумываем то, что для нас актуально на данный момент. Поэтому, может быть, и расклады популярны. И я надеюсь, что вот такие метафорические образы вы как раз сумеете приложить на ту свою ситуацию, которая у вас есть на данный момент, и расклад в конечном итоге вам будет чем-то полезен. По крайней мере, какое-то решение, может быть, вы интуитивно прочувствуете, как мне поступить, правда. И у нас будет два варианта. Мы достанем две карты. Это, предположим, что будет или произойдет, если я поступлю одним образом. И что будет или произойдет, как будут развиваться события, если я поступлю как-то иначе. Или я скажу «да» и скажу «нет». Ну вот, наверное, варианты загаданного могут быть самые разные. Самое главное – сконкретизировать ваш вопрос, свести его, как поступить вот к этим словам. Потому что у нас ведь ворох мыслей может быть в голове, но вот с чем-то определиться, чтобы более конкретный вопрос задать, это будет важно, чтобы более четкую подсказку видеть. Первую карту мы достанем «Оценка ситуации», как вообще карты Таро видят вот вашу проблему или загаданный какой-то случай, вариант. И дальше две карты, о которых я говорила, два варианта. И мы их раскроем, к чему это приведет. Или как будут разворачиваться события. Первый вариант и второй вариант. И достанем итоговую карту как совет. Должны же мы подвести какой-то итог или знаменатель. Итак, оценка ситуации, как карта видит. Пятерка у нас выпадает кубков, и в этой колоде, посмотрите, очень красочно, да? Надо сказать, вообще 78 дверей. Кульминационная фраза – это именно двери. Они могут быть открытые, закрытые, нам, может быть, придется искать ключи, вот мы посмотрим в нашем раскладе. Но если мы первую карту достаем, и мы видим, что двери закрыты, и они горят. И огонь уже поднимается ко второму этажу, где расположена женщина, девушка, которая кричит, зовет на помощь. И ее надежды или как спастись, она не рассчитывает сама на себя. Она думает, что кто-то будет, может быть, проходить мимо, или, может быть, кто-то услышит, но это вряд ли произойдет, потому что карта нам изображает, где-то, может быть, сумерки, вечер, или нет никого, или все собой как-то заняты, но и прохожих нет, вообще пустырь какой-то. И поэтому рассчитывать на то, что ей кто-то поможет, совершенно невразумительно. Но, тем не менее, видимо, для нее страшно даже подумать, хотя выход очевиден, нужно прыгать. И нам показан второй этаж, не такой высокий, то есть, ну, может быть, шишек каких-то она набила, синяков, да, ну, ногу подвернула, будем говорить, но явно не было бы какого-то серьезного ущерба для здоровья, будем говорить так, и ей нужно сделать вот этот прыжок, который, может быть, она раньше не делала, ее это пугает, ей нужно посмотреть в глаза собственному страху и принять какую-то реальность, которая сложилась на данный момент, и надеяться на самую себя. Но, видимо, вот именно этот момент очень сложно ей выполнить, преодолеть. А между тем огонь подбирается уже ко второму этажу, и мы видим языки пламени уже практически достают до окна. Время идет, она его теряет, и для нее это время словно уменьшается с каждой секундой. И так или иначе, она все равно окажется перед тем фактом, что прыгать-то придется, иначе итог понятен какой. И вполне вероятно потом этот огонь примет более такие широкие масштабы, и прыгать вообще будет еще сложнее. То есть промедление какое-то может быть действительно, как в поговорке, крылатой фразе, смерти подобно.
Что-то мы должны, словно квантовый прыжок какой-то, совершить и, может быть, посмотреть в глаза своему страху, вот той реальности, которая сложилась, и сделать то, что прежде мы совершенно никогда не делали. Мы к чему-то не были готовы. Двери не откроются, на помощь никто не придет. И нам придется рассчитывать самим на себя. И в какой-то ситуации буквально, ну, где-то действовать каким-то альтернативным методом, парадоксальным, может быть. Вот найти этот выход и, главное, решиться. Можно это подобную ситуацию переложить хоть на отношения, хоть какая-то, может быть, на работе такая обстановка, или обстановка вокруг вас. Тут ведь по этой карте двери загорелись, и нам показывают, в общем-то, пожар, который уже на первом этаже есть. Скорее всего, тут что-то загорелось и горит, с ней не связанная, скорее всего, и она на это не влияет. У вас может быть, как подсказка, обстоятельства вокруг вас, мои дорогие водолеи, таковы, что вы тоже на них повлиять не можете, понимаете? Поэтому, наверное, такая карта красноречивая, что вам какой-то выбор надо делать. Выбор и дальше действие. То есть тут два момента. Давайте первую ситуацию, как вы видите. И это у нас карта Луна, 1000 неопределенностей, вообще сумерки нам показаны. И ничего не понятно, как бы есть тот элемент, что мы пока не можем даже разглядеть явно, как будут развиваться события. Но, может быть, этот самый прыжок мы должны осуществить, даже несмотря на это. Мы можем оказаться вот по тому варианту, как вы задумали поступить, тоже в ситуации такой скользко-мутной, темноватой, что-то не просчитаешь наперед, но по карте Луна нам уже говорят: подожди, это временно, и выглянет солнце, и все встанет на свои места. И надо сказать, что девушка у нас идет по берегу беременная, и она как будто предвосхищает перемены. Вот именно беременность, ее состояние. Будут вот-вот эти самые перемены. Или выглянет солнце, что-то будет ясно. Или от какого-то бремени мы освободимся, какую-то проблему мы так и так решим, и она как будто связана с обстановкой вокруг вас. Есть какая-то взаимосвязь с обстоятельствами. Значит, то, что вы задумали, так или иначе, что-то и от наших действий, безусловно, зависит. Но это буквально мы должны себя как будто обезопасить от чего-то, думать о себе, но учитывать и ту обстановку, которая словно вас окружает. И давайте разберем. Если мы говорим дверь, это основное значение по этим картам. Дверь у нас показана, которая под наклоном, и мы знаем, что сложнее открыть как раз ту дверь, которая как будто опрокинута вперед. И придется нам прикладывать определенные усилия. Замка, ключа как будто нет, есть просто ручка, но есть страж дверей. Вот тот самый иносказательно ключ, и это в виде хамелеона. То есть, если мы будем взаимодействовать с этим хамелеоном, каким-то непонятным еще пока путем, то нам эти двери как будто откроются. Он не будет нам препятствовать войти вот в это помещение. Так вот, если мы дальше разовьем мысль по хамелеону. Мы все знаем, что хамелеон умеет превращаться, да, он меняет свою окраску, он сам как будто меняется согласно той реальности или обстановке, в которой он находится. И нам, чтобы с ним договориться, придется вот совершенно действовать, как будто продолжать первое действие от нас, то, которое не запланировано, и то, что не в нашем где-то амплуа, абсолютно. И здесь нам придется играть, правила игры какие-то изменить и действовать, идти по ситуации, мои дорогие водолеи. Это будет очень важно, как при взаимодействии с людьми, буквально, так и оценивая ситуацию вокруг. Нами могут пытаться манипулировать, поэтому мы должны быть где-то готовы к этому. И этот период, опять же, не продлится долго, но для нас это будет очень важно. И с другой стороны, если мы говорим про место, куда мы идем, если двери, да, и нам нужно туда попасть, это олицетворение, аллегория на Пизанскую башню. Как известно, Пизанская башня, она у нас падающая башня, но
за столетия так она и не упала. То есть она очень надежно стоит. Это достаточно надежное место, мои дорогие. И для кого-то подсказка может быть как укрытие. Или решить какой-то вопрос и на время выйти из какой-то ситуации, словно спрятаться. Тоже может быть. Или где-то обрести покой и стабильность. Тоже может проходить по значению башня. И у нас это получится, если мы где-то будем ловчей, хитрей и не будем продавливать какую-то свою тему, да, нам придется немножко себя так это, ну, отодвинуть на вторую роль, потому что нам придется подстраиваться, нам придется где-то быть самому, где-то как тот хамелеон, может быть, у нас другого выбора не будет. Но для нас это будет, тем не менее, как выгодная позиция, как сильная позиция, так и неуязвимая позиция, мои дорогие водолеи. Вот что-то такое. Но через какую-то темноту нам словно придется пройти. Или начать исследовать непознанную землю без карты. Поэтому запрограммировать что-то точно невозможно. Но к чему эта карта нам говорит, к чему это приведет, и у нас выпадает десятка мечей, нам изображен человек, который проходит курс лечения. И он знает, что это иглоукалывание, и это болезненная процедура. Ну, по крайней мере, так изображена она на карте, она абсолютно не болезненная, но почему-то художник решил так изобразить. Ну, может быть, у человека это неприятно, есть момент дискомфорта. Или в определенную точку, если попадаешь, в зависимости от метода воздействия есть такой, есть и тонизирующие методы, да, есть и наоборот, которые способны где-то супрессию такую создать. И поэтому иногда бывают такие синдромы андачи, может быть, действительно этому человеку это неприятно, это болезненно. Но он как будто спокойно лежит и ждет, когда закончится процедура, он знает, что он оздоравливается. Вот какая-то или прохождение какое-то через вот такие препятствия, мои дорогие водолеи, в итоге говорит нам о том, что мы восстановимся, как сами восстановим свои силы, мы восстановим собственный баланс, баланс по всем сферам жизни. Какая-то ситуация просто закончится. И в остальных колодах карт десятка мечей, закрыть дверь в прошлое. Причем в другом совершенно качестве, когда мы будем более ресурсны, самое главное. Вот пройдя, видимо, через какой-то такой водоворот событий, мы остаемся, ну, видимо, как помимо опыта, который мы приобретем, безусловно, проходя все эти этапы жизненные, так еще и нам карта говорит, что физическая активность наша, и нам показан человек, который в хорошей физической форме, немножко он себя восстановит и уйдет через эти двери. Двери закрыты в этой карте, но это как будто совершенно необходимо, чтобы вот этот самый курс оздоровления спокойно закончился, чтобы никто не помешал. И я могу предположить, не случайно я сказала, что это может быть крепость или башня. Башня это тоже своего рода цитадель. Вполне вероятно, мы должны восстановиться потом. И поэтому нам вот в эту дверь и договориться с хамелеоном, как будто попасть нужно. Ну, вот эти действия должны быть совершены обязательно. По крайней мере, по первому варианту видят так карты. Давайте посмотрим второй вариант. Что вы могли загадать? Шестерка пентаклей, любая 6, это карта победы. И здесь финансового успеха. И буквально карта говорит, для нас нет закрытых дверей. Мы их сами откроем и увидим подарки на крыльце, которые мы должны взять. Много новостей. Вместе с тем карта достаточно темноватого фона. И птицы, которые летят, говорят вот как раз о каких-то событиях, которые, ну, мы не избежим, которые к нам придут. Или, может быть, это будет связано с какими-то известиями. Я не могу сказать, что очень сама по себе хижина ведь изображена. И нам показана семья, которая не богатая, это видно. Но вот ей как будто игрушки, какая-то радость, какое-то счастье, какое-то удовольствие. Но когда есть повод для того, чтобы быть оптимистом, это как минимум. У кого-то решить вашу финансовую проблему, видимо, в зависимости от того, что вы загадали, или найти эту самую материальную помощь. По этой карте
в другой колоде идет как меценат, когда мы можем обратиться к кому-то за помощью или найти такого человека, и он у нас обязательно найдется, который нас может поддержать материально или может нас как-то спротежировать в плане работы, помочь, чтобы мы зарабатывали деньги. Ну, так или иначе, поможет нам в решении материальных проблем. И вот как раз эта карта, как будто мы можем поправить свое материальное положение или мы можем улучшить свое качество жизни благодаря вот второму варианту, если вы что-то предпримете. Давайте узнаем, как будут разворачиваться события, как видят карты. Будет, ну вот, мы сказали 6, и следом идет 7. И по нумерологии все наши движения и активность, они как будто происходят в 6 стадий. Шестая заключительная, может быть, поэтому в картах Таро это всегда карта победителя, итога какого-то. А следом за 6 у нас идет семерочка. И это карта статики, это карта передышки временной, когда мы должны, как сами где-то, перевести дух, успокоиться. Может быть, отчасти тут нам десятка выпадает, но тоже после каких-то действий мы как будто приводим себя в порядок. Вот и по второму варианту тоже будет своеобразная пауза, но здесь, в этой колоде 78 дверей, мы сами, опять же, открываем дверь. Здесь абсолютно миролюбивая такая обстановка, спокойная, приятные ландшафты, как будто двое крестьян, которые работают на заднем плане, нам никто не мешает, то есть они не обращают внимания на девушку, которая выпускает голубя. Здесь может быть как ожидание каких-то документов или дальнейшее получение денег, или оформление, или сохранение. Всегда семерка, это, если мы сказали карта статики, то здесь мы будем как раз сохранять наше какое-то уже достигнутое положение, где-то спокойное течение жизни, и тоже перемены какие-то, они заставят нас долго ждать. И то, что художник изобразил дверь словно распахнутой, которую, повторюсь, открываем мы сами, это означает, знаете, как эффект свободы, как будто увеличение чего-то, ну, может быть, каких-то перспектив. Это вот иносказательно мы можем думать об этом. Или расширение наших возможностей. И широкое это крыльцо, достаточно просторное, тоже дает о себе как бы такое впечатление надежности, стабильности. И обратите внимание, дом уже не хижина, а дом уже такой более богатый, комфортабельный, уютный. Это где-то, когда мы можем наслаждаться, радоваться в этом доме, мы можем пребывать в каком-то совершенно в ином качестве жизни уже. И значит, вот второй вариант, мы не просто какой-то материальный вопрос решаем, а мы в целом улучшаем вот то самое качество, о котором я сказала. И значит, какая-то личная история тоже у вас будет развиваться со знаком плюс. У нас девушка изображена, которая довольна собой. Она улыбается, причем так широко улыбается, радуется жизни. Вот какое-то такое спокойное течение жизни нас ожидает по второму варианту. Давайте мы узнаем, карту совет откроем, что же думают карты. И девятка жезлов, правда, тут хоть первый, хоть второй вариант. Перемены неизбежны. 9 это всегда как порог. Мы стоим на пороге. Ну, наверное, вот у нас кругом пороги, да, вот в тех итоговых картах, которые во втором варианте. Может быть, отчасти карта сама нам хочет сказать, что мы должны отдать предпочтение второму варианту. Но опять же у каждого своя история. А здесь человек несет двери. И то есть есть какое-то дело ваше, которое действительно очень сложное. Сложно на что-то решиться. Сложно самому на себя, может быть, взять ответственность. Или физически нам придется работать какое-то время. И это будет тоже не так просто. Но человек как будто так или иначе, он улучшит свою как жилище. Нам здесь показано, что дом-то вообще бедный, опять же, где-то пересекается, да. И если вот в этой карте шестерка пентаклей нам еще демонстрирует какую-то, ну, такую ненадежную дверь, а здесь посмотрите, какая красивая, настоящая, резная, какая-то украшенная, тем не менее, с каким-то рельефом, не просто вот такая вот, лишь бы дверь закрыть и проема не было. И вот как будто человеку, ему пару шагов осталось для того, чтобы поставить эту дверь, и, может быть, он начнет заниматься ремонтом, что-то улучшать, и его семья заживет совершенно по-другому, качественно иной уровень жизни. Вот здесь и улучшить как свое благополучие, улучшить материальные вопросы. Больше мы должны
наверное, избирать те варианты по девятке жезлов, когда мы не должны повторить прежний какой-то свой опыт печальный. Мы не должны себя подвергнуть риску. Здесь, наоборот, все идет на какую-то защиту, на стабильность, на охрану наших территорий буквально или охрану всего того, чего вы добились. И здесь могут проходить как наши отношения, если это надежные, значит, мы их сохраняем. Если есть работа какая-то, да, которая вам нравится, значит, мы тоже в разнос где-то не идем, не настаиваем на своем, учимся, наверное, как тот хамелеон, взаимодействовать с миром. Или если это вопрос денежный, который мы решаем, значит, мы тоже должны правильно распорядиться деньгами. И все это для чего? Потому что впереди будут перемены. И вот этот вот наш островок безопасности, который мы выстроим, нам сослужит не только хорошую службу, а это когда мы будем и довольны, и счастливы. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, как эти карты могут для вас какое-то решение подсказать, какова ваша ситуация. И будьте счастливы и любимы всегда.